Всем привет! Продолжаем серию видеорецептов для праздничного стола, и сегодня мы переходим к основным блюдам. И первым я хочу вам показать рецепт, который мы готовим практически на каждый праздник в нашей семье. Оно удобно тем, что в качестве основы вы можете использовать свинину или курятину, и поэтому оно никогда не приедается и всегда готовится как разные блюда. И сегодня в качестве основы я буду использовать свиную шею. Для начала мою и просушиваю мясо. Подготовлю доску и нарежу куски нужного размера. Благодаря сальным прожилкам готовое мясо получится очень сочным и нежным. Каждая порция уже нарезана, и теперь мне понадобится легко отбить каждый кусочек. Я использую пергаментную бумагу для удобства, и чтобы кухня после отбивания мяса тоже оставалась чистой. Ведь нам важно не только вкусно приготовить блюдо, но и как меньше оставить для уборки посуды. Обязательно солим и перчим. Мясо отбито, теперь приготовим лизон. Я вбил уже в тарелку 3 яйца, добавлю домашний майонез, и теперь все нужно хорошенько взбить. Теперь разогрею сковороду, добавив растительное масло. Обжаривать нужно на огне чуть выше среднего. Поочередно обмакиваем каждый кусочек мяса в муку, а затем в лизон. Выкладываем на сковороду. Наша задача – обжарить мясо с двух сторон до золотистой корочки. Мясо внутри остается не прожаренным. Основной процесс приготовления будет происходить в духовке во время запекания. Обжаренное мясо я выкладываю на противень с пергаментной бумагой. Теперь приготовлю начинку. Поставлю разогревать сковороду, добавлю растительное масло. И у меня уже почищен лук и помытые шампиньоны. Разрезаю луковицу напополам и нарезаю кубиком. Обжариваем на среднем огне. Нарезанный лук высыпаю на сковороду. И нарезаю шампиньоны крупными дольками.
Лук уже подрумянился, и можно добавить нарезанные шампиньоны и увеличить немного температуру. Пока начинка обжаривается, натираю сыр на крупную терку. Грибы практически готовы, поэтому солим и перчим. Помытые помидоры нарезаю на доске полукольцами. Готовые отбивные смазываю майонезом. На одну отбивную мне понадобится около 1 чайной ложки майонеза. Ссылку на рецепт домашнего майонеза я оставлю в описании. Включаю разогреваться духовку и начинаем раскладывать начинку. Первыми раскладываю обжаренные шампиньоны, а затем сверху нарезанные помидоры. Итак, начинка разложена, теперь отправляю это все в духовку запечься на около 25 минут. За это время помидоры сверху подпеклись, я разложил натертый сыр равномерно по каждому кусочку. И теперь отправляю еще в духовку для того, чтобы сыр растаял. Теперь все зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите, чтобы сыр только растаял, то это займет около 10 минут. Для хрустящей корочки запекайте немного дольше. Итак, мясо готово, теперь можно подавать на стол. Мясо получилось очень сочным, с нежным ароматом жареных шампиньонов, запеченных помидоров и сыра. Перейдем к следующему блюду. Приготовим филе индейки, запеченное с дольками яблок, и подадим это соусом из апельсинового сока, белого вина, свежего розмарина и сливочного масла. Блюдо очень хорошо подойдет тем, кто любит сочетание сладкого с мясом. Для начала я нарежу порции нужной нам величины. Как всегда, полный список ингредиентов вы можете найти в описании. Теперь с помощью пергаментной бумаги деликатно отобьем. Нам необходима толщина около 5 мм, чтобы мясо во время готовки было сочным. Соль, перец в качестве маринада.
Обмакиваю филе в муку и обжариваю на высокой температуре с каждой стороны. Так же, как и со свининой, основное приготовление будет происходить в духовке. Поэтому моя задача – обжарить с двух сторон филе до золотистой корочки. Обжаренное филе выкладываю в посуду для запекания. Займемся яблоками. Разрежем на две половинки и вырежем сердцевинку. Нарежем на тонкие пластинки. Нарезанное яблоко аккуратно выкладываем на обжаренное филе. Пока мы отставляем в сторону и займемся соусом. Для этого нам понадобится сок свежевыжатого апельсина. На холодную сковороду я выкладываю сливочное масло и добавляю веточку свежего розмарина. При нагреве розмарин выделяет масла и аромат разносится по всей кухне. Добавляю свежевыжатый апельсиновый сок и белое вино. Готовлю соус, чтобы 1/2 часть жидкости выкипела и вкус стал насыщеннее. Половиной соуса заливаю индюшиное филе с яблоками, чтобы во время запекания филе пропиталось вкусом и ароматом розмарина, белого вина и апельсина. Ставим филе готовиться в духовку. Проверю филе в духовке и полью сверху на яблоки соус, в котором оно томится.
А вот познакомьтесь с нашим главным дегустатором. Это Тофик. Он уже подписался на канал и поставил лайк. Оставшуюся половину соуса доводим до вкуса. Для этого я добавлю цветочный мед и начну впаривать до появления насыщенного сладковатого вкуса. В самом конце добавлю еще кусочек сливочного масла. Оставшуюся часть соуса лучше всего готовить перед самой подачей блюда на стол. Филе готово. Достаем его из духовки, еще пару минут и можно подавать. Поливаем его сверху готовым соусом и вуаля! Приятного аппетита! Теперь для любителей красной рыбы мы приготовим рулетики из лосося. Нам понадобятся пластинки свежего лосося, сыр и помидоры. Для начала нарежем порции рыбы. В этом рецепте вы можете использовать любую рыбу, которую вы любите, например, судак или щуку. Нарезаю сыр и помидор брусочками. Теперь перед тем, как завернуть рулет, возьмем кусочки лосося, солим и перчим.
Раскладываю сыр и помидор и заворачиваю рулетики. Чтобы рулетик не распался во время готовки, я использую фольгу. Завернутые рулетики отправляем в духовку и запекаем. Готовые рулеты вытаскиваем из фольги, подаем на тарелку и украшаем. Рыбные рулетики подходят для основного блюда, а холодными их можно подавать в качестве закуски. Также к праздничному столу я подам печеный картофель с мексиканским соусом и соусом цацики. Мытый картофель нарезаю в форме лодочек. Обратите внимание при покупке картофеля, чтобы вы выбрали сорт, который максимально подходит для гриля и запекания.
Чтобы картофель получился хрустящий, нужно промокнуть каждый кусочек от влаги в бумажном полотенце. Просушенный картофель выкладываю на противень с пергаментной бумагой. Для маринада мне понадобится растительное масло, соль, сладкая паприка и сушеный чеснок, также черный перец. Теперь хорошенько все перемешиваю и выкладываю на равномерном расстоянии друг от друга. Маринованный картофель отправляю в духовку запекаться, а тем временем приготовлю соуса. Начну с мексиканского соуса. Нарежу болгарский перец. Также мне понадобится свежий сельдерей. Ну и какая же мексиканская кухня без перца чили? Но если вы не любите острое, можете его не добавлять. Также почищенный красный лук нарезаю крупным кубиком.
Наливаем растительное масло на сковороду и обжариваем наши нарезанные овощи на среднем огне. После недолгой обжарки к овощам я добавлю красную фасоль и кукурузу. Теперь добавляю помидоры без шкурки и оставляю тушить под крышкой около часа на очень низком огне, периодически помешивая. Тем временем посмотрим на наш картофель и выпустим собравшийся пар в духовке. Также я приготовлю соус цацики, рецепт которого вы можете посмотреть у меня на канале, ссылочку которого я оставлю в описании. Добавляю в мексиканский соус соль и сахар. Картофель готов, можно доставать. Мексиканский соус готов, теперь отставляем его остыть и можно подавать все к столу. Вот такой хрустящий картофель у нас получился, с двумя вкусными соусами. Спасибо большое за просмотр. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Также посмотрите полный список рецептов для праздничного стола на моем канале. А я продолжаю готовить для вас следующие рецепты, так что до следующих видео. Пока!